Здравствуй, мой уважаемый слушатель. Хочу представиться. Меня зовут Ирина Савонова. Я врач-психиатр, психотерапевт, кандидат медицинских наук и хочу кратко рассказать о себе. В первую очередь хочу сказать, что я человек, который всегда пытался понять, как устроено сознание, как устроена психика, личность, почему мы реагируем на мир так, а не иначе, почему, проживая определенные периоды жизни, сложности, трудности, мы как будто понимаем все, но не можем ничего изменить или долго не можем ничего изменить в своей жизни. Мой путь в профессии был непрямым. Были разные сложные периоды и непростые моменты, которые приходилось преодолевать. После окончания медицинской академии я поступила в ординатуру клиническую по специальности врач-психиатр и начала преподавательскую деятельность на кафедре в роли ассистента. Далее, по мере написания кандидатской диссертации, я работала в должности доцента, параллельно совмещала, или это было обязательно, лучше сказать, свою преподавательскую научную деятельность с практической работой, лечебной работой. И работала я с пациентами, которые находились на лечении в психиатрической больнице. Это были острые отделения, и этот опыт был нелегким. Это была сложная работа, сопряженная с большой долей ответственности, не говоря уже о том, что остро чувствовалась боль другого человека и какие-то ограничения, трудности, сложности в возможности помочь данной категории людей, пациентов. И за годы работы я накопила значительный опыт в ключевых сферах профессии и пользуюсь различными методами и подходами, помогая людям решать их как клинические, так и психологические сложности и трудности, и внутренние конфликты. В своей практике я часто вижу, как люди застревают в определенных ситуациях, стрессовых переживаниях и ожиданиях, сомнениях, и долго не могут и эти состояния решить. И моя задача помочь человеку прийти к ясности, к лучшему пониманию себя, своих ситуаций, своих состояний, сформировать внутреннюю устойчивость и в итоге научиться управлять, регулировать внутренними и даже внешними процессами достаточно эффективно и хорошо. Важно отметить, что путь личной терапии я проходила долго, честно, самостоятельно, и это личностно и профессионально очень значимо, и поэтому я хочу здесь в своем таком превью представления о себе уделить этому вот такое внимание. В определенный момент своего профессионального пути я приняла решение переехать в большой город и начала работать в различных коммерческих клиниках. Помимо этого, завершение диссертации привело меня в большой, известный на всю страну институт, где я встретила замечательных, глубоких, сильных людей, которые стали для меня важной опорой и в профессии, и в личном значении, и этот период, несомненно, период роста и серьезных изменений в моей жизни. Если говорить о моих личных особенностях, то, например, мне иногда бывает сложно переключаться, и я склонна глубоко погружаться в детали, в ситуацию, в темы. Меня может не устраивать поверхностность. И даже если, казалось бы, можно было бы обойтись без глубины, однако эта особенность помогает мне в моей профессии, потому что мы с моими клиентами, пациентами ничего не упускаем из виду. Вот. И это замечаю
не только я, но и мои благодарные клиенты и пациенты. И я убеждена, что качества, которые могут казаться недостатками, при правильном применении, при правильной точке приложения становятся сильными нашими сторонами личности. Говоря о ценностях, которые я транслирую, безусловно, через мою работу и проект, для меня важна честность, честное понимание себя, другого. Я ценю глубину и внутреннюю свободу. И именно эти ценности я стремлюсь транслировать в своей работе, придерживаться и в своей работе, и в своем проекте. Почему я здесь в интернете? Потому что я хочу, чтобы больше людей имели доступ к тому, что я называю пространством для внутреннего роста. Я хочу делиться опытом, знаниями, наблюдениями, чтобы человек мог делать собственные шаги к пониманию себя, к улучшению своей жизни. Мой проект называется Inner Ground. Если переводить дословно, это внутренняя почва, внутренняя опора, внутренняя устойчивость. Этот проект для тех, кто ищет понимание себя, хочет развиваться, но не хочет теряться в поверхностных советах, в таких популярных, наверное, в очень популярной информации. Здесь мы говорим и будем говорить о том, что действительно помогает психология, осознанность, внутренняя работа, формирование внутренней устойчивости. Мне важно, чтобы проект был не только ресурсом, но и пространством, где люди могут открываться, получать поддержку, знания, формировать доверие. И я считаю, что само наличие такого пространства уже является достаточно терапевтичным. Моя цель – создать место, где можно быть настоящим, расти, видеть свои особенности, видеть свои возможности, учиться принимать себя. Я верю, что интернет может быть не только развлекательным, но и познавательным, глубоким, осмысленным, полезным. Поэтому, если вам откликается такая глубина, то знаете, вы здесь не случайно. И я благодарю вас за сегодняшнее внимание, желаю вам благополучия в сегодняшнем дне и до следующих видео.